Девочки, мальчики, доброе утро. Представляете? Ничего нового. Продолжение следует. Вчера пролила только вот там, вот эту полочку, вот эту красоту вот эту пролила. Сегодня, думаю, так, надо не запускать это дело. Посмотрела, эти две полки вроде еще так терпят. Нижнюю пролила. Ой, розетта, конечно. Розетта, вау, вау. Уже не стала вам показывать полив. Ну, полила. И давай смотреть, где здесь ситуация критичная, где не очень. Но вот сейчас планирую две вот эти полочки пролить. Убираю прям с полок все. Вытираю полки. Короче, утро начинается. Всем привет. Эти даже не двигала, пополивала стационарно на месте. Слушайте, до сих пор держит свои цветы. Красотка. Ну, она, кстати, не сильно просохла. И еще она такая влажноватая. Wedding dress. Красавица. Очень красиво. Девочки, я закрыла шторы. Сейчас надо открыть. Может, солнышко сюда придет. Штору. Ой, что такое? Что такое? Биг Бэнг, ты что? Жара, девочки, это ужас. Но уже на следующей неделе попустит жару. И я смотрю, что где-то числа 17 марта уже будет так. 8, 6, 7. Но мне даже это больше нравится, чем 15-20. Все время вам показываю этого красавца. Так, немножечко пускай на солнышке постоят. Но я вижу, что уже не попадает солнышко, уже ушло. Смотрите, моя красота. Каждый день открывает новые бутончики. В общем, wedding dress. Она как-то в этом году, это второе ее цветение, дала мне только 4 бутона. Уже она не совсем такая прям свежая, но красивенькая. Так, я не дождалась Хазарта, думала их сравнить, но вижу, что он очень долго. 3 бутона, я вам показывала, очень долго. В этом году прям ужас какой-то. Не хочет он распускать свои красивые бутончики. Как-то поздно их заложил, и все. Смотрите, как пилоричек. Трилипсик на солнышке, да? Такой смешной, такой кракозяблик. Срезала сегодня, вот только что поливала, и срезала цветонос у вот этой красоты парфюмерной фабрики бабочки. Обрезала. Ну все, он уже просто одновременно полностью засушил все листья. Сейчас полью. Это я видео смотрю там про орхидейки, про красивые. И надо выключить. Это там пропустила все. Потом досмотрю. Короче говоря, как-то засушила всю ветку парфюмерка. Я вообще как-то напрягаюсь, но некоторые орхидеи так делают. Берут и не по одному там цветочку сушат, так что в порядке увядания там, да, кто раньше открылся. Нет, она прям сразу хлоп всю ветку. Очень часто это нехороший знак, и что-то значит не то с орхидеей. А бывает так, что некоторые так себя ведут. Так, ей хватит. Я ее поставлю вот сюда. Так, wedding dress. Свадебное платье вернем на место. Она у меня вот здесь стоит вот так рядом с Shiny Girl. Может, ей тут мало солнца искусственного? Ну, не знаю. Корни не растила в прошлом году, как-то жадничала. А в этом году, я смотрю, пошел корневой рост. Но мне кажется, что я сильно плотную посадку ей сделала. Думаю, со временем я все же, ну, пока не трогаю, раз растут, но я думаю, что все же я ее пересажу в более рыхлый грунт. Все-таки надо, чтобы был воздушек у корней. Так, а это моя желтенькая. Я прям ее даже не двигала, но сейчас двину. Я ее прям наливаю так хорошо-хорошо. Никогда не жалею водички. Она любит пить, и я смотрю, что грядут пересадки весенние, потому что уже у нас корней, смотрите, сколько воздушных,
И гляньте, вот 2 цветоноса оставляла с прошлого сезона. Не захотела. Вот так наливаю, там у нее корни фитили. И она вот так вот с удовольствием быстро эту воду выпивает. Куст хороший, она красавица, прямо замечательно. Девочки, как спалось, как настроение, как погоды у вас? Надеюсь, что жара вас не уморила. Так, это мой ягуарчик, подарочек, красавчик. Ну, держит еще свои 2 цветоносика. Красивый мальчик. Сейчас налью воды. Сегодня у меня куяльник. У меня сегодня обычная фильтрованная тепленькая водичка без всяких добавок. Я ж обычно то засуну туда воду, добавлю какую-то фунгицидную добавку, то поливала после фунгицидной добавки этим реаниматором, как он называется, вот этим биплантолом. Потом после биплантола, ну я там буквально по разу пролила или по 2, так вот, по кругу всех. А потом, значит, я последний раз аминостимом, сейчас я вам покажу, тут остатки. Еще одна банка есть, аминостимом. Кстати, в аминостиме очень много интересных добавочек. Ну, именно, и смотрите, после аминостима, после 2, по-моему, я 2 раза, не, 1 раз полила их. После аминостима, в принципе, я не увидела, что они прям сбрасывают цветы. Ну, такую я меньше, чем по инструкции сделала добавочку. Ну, не знаю, вроде ничего. Больше я вижу сброс цветов по причине жары, так я вам скажу. Так, ну, в общем, наливаю водичку, будем поливать дальше. Девочки мои поехали на великах кататься, хорошая погода, а я все еще, ну, дыхание мое не идеальное в плане того, что я еще после болезни все никак, говорю, нет, пропускаю. Может, уже на следующей неделе, на следующих выходных. Ну, я люблю тоже покататься, но не сильно далеко. Так, что тут? Я так и не пересадила еще пока, еще в хозяйской посадочке. Сейчас пока не растет, потому что цветет. Поставила в горшочек, потому что цветы утягивают и стаканчик переворачивается. Я ему так хорошо налью, чтобы он был счастлив. А что такое? Откуда льется-то? Что за лужа тут у меня получилась? Да что-то я здесь, наверное, неправильно закрутила. Да, я не докрутила до конца. Очень мне нравится эта бутылочка. Очень нравится. Спасибо большое в город Николаев за такой подарок. Так, девочки, возвращаем на место. Возвращаем на место. Уже не помню, кто как стоял. Так, вчера тоже не выдержала душа поэта и срезала вот этот цветонос. Не знаю, может, вообще надо было его под корень. Что тут уже сдать? Но здесь какой-то лепесточек. Я не знаю, что это за чашелистник тут такой. Одна веточка еще хорошенькая такая. Но уже тоже вянет. Это бабочка. Такая микро-мини бабочка. Сначала так сидела, вообще ничего не хотела растить. А сейчас так неплохо. Ну, она приехала такой малепусенькой 1,7. И в итоге процвела в первый свой сезон у меня. Классная. Кто у нас здесь еще остался? Вот этот красавчик. Очень он мне нравится. Такой бархатный красавчик. Я вам несколько раз его показывала, но не часто показываю. Ну, вообще, как он назывался? Сого-Рандини. Сого-Рандини. Рандини, это, по-моему, я смотрела с итальянского ласточка. Но он чем-то похож прям на ласточку, да? Обалденный. Обратите внимание на его цвет. Ну, вы знаете, мне кажется, он поярче немножко. Ну, вот я вам сейчас так, не это вот. Вот, посмотрите, какой он. Вот прям как будто из пластика сделанный. Такой клевый. Ну, структура чем-то похожа, как вот черебом. Вот такая вот. Видите, какой он замечательный, девочки.
Ластивочка. Всего лишь 2 цветочка, но это его первое цветение. Здесь какая-то у него интересность напитали в виде капельки варенья. Классный, да? Ой, потерял свой паспорт. Документы потеряли. Я его вот так поливаю. И чтобы оставалась водичка там в блюдце. Я в Эпицентре, кстати, видела похожие горшочки. Вот они мне нравятся. Вот так полил. Не перельешь, потому что будет выливаться. Так, я потом сейчас полью уже и всех расставлю по местам. Ой, разрешите, помогите. Расставлю там, кто как стоял. Так, эту я уже пролила красоту. Это наша с вами известность популярная. Популярность, любимая. Смотрите, вот такая вот, казалось бы, простая, но не совсем пандочка. Она стала белесая, была, ну, когда она открывает бутон, она более желтенькая, но мне очень нравится ее акцентный язычок, девочки, вот такой розовый, не розовый, а желтенький, красивый. Здесь я сделала распорочку вот такую между листом и цветоносом, потому что цветонос просто плюхался на лист и сильно низко было. Так удобнее. Ну, у нас же тут, вы помните, 2 цветоноса из точки роста, которые цвели в прошлом сезоне вот такими шапками бесконечными. В этом году поскромнее, но это уже новый цветонос. И цветонос, знаете чей? Детки. Вот представьте, вот так клево, вот такой гроздью в своем первом цветении цветет детка. Вот она выросла здесь рядышком. И я сегодня, когда поливала, вижу, там она уже решила обзавестись своими ножками, своими корешками. Вот был период, когда она выдала корень, потом что-то она передумала его, прекратила рост. Сейчас вот по весне опять возобновила рост. Ну, пересаживать я не буду. Вижу, что корень пойдет, скорее всего, в субстрат. Я наливаю вот так воды, закрытая система, большие куски коры. И вот так, мы потеряли пробку. Видите, сразу плюхнулся на лист цветонос, он тяжелый. А, кстати, вот это ответвление, я ждала, что она его пробудет, но я думаю, что после того, как отцветет, скорее всего, это так и случится. Так, девочки, сейчас. Таня, что ты там делаешь? Ну, вот так делаю. В общем, вот такая вот пандочка, не знаю, она мне так нравится. Я не знаю, как поведет, мне прям интересно, как поведет себя вот эта детка. Дело в том, что замечено, что этот сорт любит цвести из точки роста, давать цветоносы. На каком этапе? 2, 3, 4 года. Ну, покупаем мы кустики, наверное, годовастики, да? Думаю, так. Может, даже до года, когда вот покупаем голландских. Это голландская штучка. Но посмотрим, если этому будет уже... Когда она у меня вылезла, девочки? Она, по-моему, родилась у меня летом, да? Летом прошлого года. Или осенью. Не, наверное, летом, в конце лета. Посмотрим через год, чего она учудит. Пока что она дала цветонос отсюда. Что будет дальше, будем посмотреть. Ах, моя любовь непонятная, которая многим нравится. Но когда она открывала свои бутоны, у меня просто случился казус. Я вообще не могла понять, что это такое и с чем его едят. Но теперь я просто в восторге. Я в захвате, потому что это нечто. Такого еще где увидишь. И мне повезло, наверное, потому что все-таки они могут процвести не по сорту. 2 года мы стояли на месте. Там девочки меня спрашивали, как называется эта красота. Не знаю, как у вас там. По-разному девочки говорят. У меня вот так было. От садовника написано Ever Spring King на OX Black. На OX Black. Март какого года? 23-го. Вот она только в 25-м году. Не в 25-м. Подождите. Март 24-го был год. Она не процвела. По приезду не процвела. Я считаю по сезонам.
Потом в следующем сезоне, в следующем году не процвела и только вот дала цветонос осенью. Ну, считайте, что вот процвела в 25-м. То есть 2 года я наблюдала просто за ее листиками. И причем не было это классного развития. Сначала мы стояли, но потом вроде начали расти, но еще не цвели. И вот надо набраться терпения. Такие неплохие корешки, неплохой кустик. Я потом пересадила вот в такой горшочек. Девочки мне, кстати, пишут, спрашивают, где вы такие горшочки берете. У нас называется, у многих продавцов это горшочек бусинка. Они, наверное, вот эти бусинки считают, которые вот здесь, видите, вот такие вот. Ну, они есть в интернет-магазинах. Просто напишите горшочек бусинка. Она вот с такой подставочкой. Я поливаю, пока не увижу, что этот, ну, как бы вот этот вот подставное блюдце не станет полной с водой, тогда прекращаю. Потому что вот в этом месте начинает сочиться вода, как бы полка вся мокрая, поэтому по уровень наливаем. Ну, насколько хватает воды, когда она остается здесь. Но это зависит от того, цветет орхидея или не цветет. Если она цветет, в момент цветения ей надо больше влаги, значит, будет быстрее просыхать. Плюс какой куст. Если листья крупные, площадь испарения больше, это будет быстрее просыхать. Плюс что в горшке, сколько корней, какая посадка, влагоемкая, невлагоемкая. То есть тут столько «но», что просто вообще сколько света получает орхидея. Если она будет получать достаточное количество света, листья с большой площадью будут активно вырабатывать вот этот вот. В общем, фотосинтез будет идти быстрее, чем где-то она там будет стоять не на свету. Короче, тут столько «но». В общем, надо только наблюдать за конкретной орхидеей в конкретно ваших условиях. Вот. И тогда будет все понятно. Ну, я знаю, что я их так в холодное время даже поливала вот осенью в межсезонье. Поливала вообще раз, блин, в 2 недели. И то они были влажные. Она не здесь стоит, но все равно я потом переставлю. Так, вот этого я вам сейчас покажу, своего любимчика. Льюис Три Принца, девочки, все еще цветет. Мелкашки уже начали отцветать, этот все цветет. Я сегодня так глянула, ну вот сказать, что уже прям надо поливать, еще как бы нет. Но так как я потом могу забыть, то я полью. Там уже корни сухие. Но после вот того, как уже корни вот такие сухие, можно подождать еще пару дней. Не суетиться, потому что там, возможно... Я вот так налью, и там вот в поддончике будет вода, в кашпо, и он будет подтягивать. Все, достаточно. Иначе потом можно через 2 дня забыть полить, а через 4 дня прийти, а это все завяло. Потому что думаешь, делаешь себе отметку, что все, я полила эту полку. Ой, можно остаться без этой роскоши. Главное, чтобы листья тургора не потеряли. Так, вот это у меня, вижу, еще влажноватая. Это мой Валли. Валли, который дал вот такой спиннер. Я думала, он бы... А вот, кстати, последний бутон открылся нормальным. Валли прикольный, но мне не прикольно, что он не растит листья. Я очень буду ждать листик нового сезона. Потому что вот цветет охотно, в этом году плохо цветет. В том году это была огромная гроздь, в этом году как-то не очень. Но все равно прикольненько, на 4 цветочка. Он в этом году, в этом сезоне занялся что-то корнями. Ой, что-то я не могу достать. Двойной горшок. Да, он занялся корнями, мокренький. Я просто слила воду из кашпо, ему обратно полила вот сюда. И он что-то листья не растил, а растил корни. Видите, какие они прям укладывают. Но раз он нарастил корневую хорошую, то я уверена, что после отцветания он все же нам подарит листик такой, чтобы побольше, покрасивше. Потому что, ну что это, вот розеточка приехала, и вот такой адаптационный листик вырос. И все цветем. Ну, биглипы, они такие. Так, ну все, полочку разобрала. Сейчас поставлю все по местам. И, наверное, еще вот эту
разберу, и на сегодня будет усё. Хочется так их установить, чтобы всем хватало света, чтобы как-то вот не толкались, но места уже немного. И вот грозди цветов закрывают свет ниже стоящему ярусу. Ну ничего. Видите, вот это маленькое, надо ее вот сюда где-то вот так сделать, развернуть, чтобы не толкаемся, И вот, и чтобы же видеть, а то не видно. Вообще, девочки, это целое искусство. Так, этого красотуна я сюда поставлю. Здесь на листики положу. Ой, мои уже приехали с велопрогулки. Счастливые и довольные. Так. Что такое? Толкаемся. Ты, может, ты покупалась? Красотуля. Так. Вот так вот. Все. Ему получилось место здесь вакантное. Что-то кого-то можно сюда еще поставить. А кто? А, я забыла Ванду. Ванду. Ну, Ванду. Значит, у меня Ванда вот здесь стояла. Я вот так сделаю. Когда отцветут, конечно, будет много места. Ванде я просто сегодня не замачивала, налила немножко водички. Корешки доросли. Она у меня вот здесь стоит. Две Ванды у меня стоят экспериментально под искусственным освещением. Так что, друзья, вот такие вот дела. Сегодня с вами полили 2 полочки. Ну, эту я без вас поливала, эту с вами. Всех обнимаю. Всем мира и добра. Пока-пока. Моя водохлебка. Ирен Добкин. Уже 3-я корыта ей воды. Красопета. Помс.